Полмира в вассалах, на полмира враги, 0 провинций, 148 ходов ада и всего один Архаон. Сможем ли мы истребить человечество? Хороший вопрос. Хаос. Это не просто слово. Ну, формально это просто слово, неважно. Для мира Вархаммер это кровь, болезни, обманы и БДСМ плети. Великая четверка богов наблюдает за разумными расами в ожидании, когда они дадут осечку, чтобы поработить их разум, ведь богам нужны чемпионы, которые направят их армии в бой, а еще лучше лидер, который сможет объединить делимое в неделимое. Архаон, единственный, могучий, великий, ну на фоне других моделек не очень-то и большой, но все же все избраны ужасной четверкой. Тот, кто обязан уничтожить этот мир. Но есть проблемка. Архаончик как бы один из сильнейших лордов Нового и Старого Света, что делает компанию за него супер простой и расслабляющей. И чтобы придать немного перчинки, так сказать, хардкора, нам стоит выкрутить сложность на максимум. Легендарная сложность — это кринж, проверено, поэтому и очень высокой хватит. Чтобы не стереть Империю Кислев за 50 ходов, дадим Архаону жесткие ограничения, только один лорд, то есть сам Архаон. Никаких других подсосов даже для подкрепления. Посмотрим, выстоит ли наш избранник против 6 стаков Империи в одиночку. Ну и, само собой, наш король неделимого хаоса не должен умереть за всю компанию, ведь что это за лидер, который пал от руки смертных рас? Задача на поход — уничтожить жалких людишек, ну и немного гномов истребить. Эти бардачи вечно лезут не под то копыта, когда ты пытаешься сжечь этот чертов мир. Ладно, погнали. Том 1. Кровь медведя. Перед тем, как пойдем лупить этого большого поклонника Свингерпати, нужно правильно настроить отряд. У воинов хаоса есть читерская фишка. Найм воинов прямо на месте. Плюс мгновенная деформация бойцов в элитные версии. Нанимаем отряд грабителя для массовок и сразу качаем всех до бронебойного состояния. Да, они жрут содержание как не себя, но у нас один лорд. Об экономике пусть думают те, у кого будет 10 армий, а нам и так нормально. Архаон готов. И как же это канонично, служитель хаоса калашматит демона хаоса. На это можно смотреть вечно, да. Тактики тут 0. Собрал пехоту в стенку, кинул погибать. А конницу завел в спину и вуаля, полки демонов аннигилируются. А наш большой славный шит отправляется обратно в свои любимые покои Разрата. Но одной битвы мало. Давай нам еще и осаду. Авторасчетчик предрекает ужасную бойню с потерей самых важных юнитов. Ну уж нет. Здравствуй, ручная осада. Тактика снова никакая. Тупо рашим ворота, ломаем их и делаем вид, что умеем микроконтроль. Итог: 9-минутная победа, все живы. Нет, стойте. Как и, блядь, эти оболтусы с плетью умудрились сдохнуть. У вас и так же было 6 коллег. И, видимо, решили уйти в Вальхалу к матери Сланеш за компанию. Ладненько, захватываем поселение, и тут включается главная механика. Души и вассалитет. Души даются после каждой драки. Тратим их на подношение богам, получаем плюшки. Классика. А вот вассалитет тут необычный. Кого бы мы не победили, людей, орков, эльфов, любого можно превратить в своего вассала. В придачу нам иногда дарят целые племена Норс. Но учтите, с их легендарными лидерами так просто не будет. Строим невероятную экономику говна и фанатиков. Нам-то нужно всего-то одно поселение, чисто героев призывать. Поэтому с каким бы умным лицом мы не выбирали здание, фактически польза от этого 0. Прокачиваем в первую очередь магию нашему королю. На очень высокой сложности без нее ловить нечего, особенно против 4 армий разом. Понемногу набираем новое войско и двигаемся на юг добивать Сланеш девчонок. Параллельно предлагаю поклоннику крови и черепов стать нашим союзником, объявив войну Урсуну. Нам в любом случае надо его победить по заданию. Выбираем подношение на осаду, это лютая имба на всю игру. Авторасчет, как обычно, хочет забрать у меня нурлийских мутантов в бою против толпы бомжей, так что работаем ручками. Классика, стенка на стенку, конница в тыл. Ну, пришлось немного, конечно, прикрыть пушку, но это так, издержки, как говорил мой любимый гений и стратег. Бой без потерь. Сланеш все, 2 вассала в кармане, но на западе я вижу цель покрупнее. Этот любитель медведей, Борис Урсус, еще пожалеет, что родился в одну эпоху с Архаоном. По дороге забиваем стейк всяким сбродом, чисто чтобы не уступить Борисе в массовке. Авторасчет говорит, что на этом наша компания все, и походу к концу времен не быть. Как же машина, черт побери, не ошибалась. Тут же тупо по тактике стенка на стенку выступать нельзя.
потому что мы точно проиграем. Поэтому нам нужен гениальный план, а значит 2 стенки на стенку, чтобы разделить силы врага. Глупые кислевиты повелись на нашу обманку, а значит надо вырезать половину армии, пока Бориска там развлекается. Поначалу бой шел весьма-таки гладко, и игра считала, что даже у нас все шансы победить. Но недолго песня играла. Только я добиваю Бориску и думаю, что победа в кармане, вдруг все мои воины начинают резко убегать с поля боя. Мой верный герой пал храброй смертью. Ну, до этого, конечно, он пытался 10 раз сбежать, и я все равно его скормил. Так бывает. 10-я минута боя, на поле остается 1 Архаон против 10 отрядов Кислева. И они даже не думают бежать. Но Архаон на последнем издыхании. Игра кричит «Сдавайся!», но магия металла и огненный меч на кончике лезвия делают чудеса. С нулевым духом и 800 хп Архаон добивает последний отряд. Победа! Безумная резня, которая честно войдет в чертоги истории старого мира. Немного латаем дыры в строю и идем добивать тех трусов, что не решились помереть вместе со своим Бориской. Чтобы закрепить успех, делаю любителя черепов своими вассалами. Один свежеотвоеванный город, справедливый обмен. Нам город не нужен, а ему теперь до конца жизни служить Архаону. И вот он, момент истины. Заключительный бой против основных сил Кислева. Огромные полки славян против нашей потрепанной армии. Против этих ребят нужно использовать хитрость. Тактика. Стенка у края. Боже, как же я люблю стенки. Встаем плотным строем так, чтобы зажать их в кучу. Как только они создают мясной замес, просто придавливаем их к краю и заливаем магию металла, чтобы не втыкали. Бой прошел удивительно легко. Даже учитывая полное отсутствие помощи от моего союзника Хорнита. Тот просто бежал весь бой ко мне. Ну, ладно, сами справились. Добиваем их последний оплот. Жалкие людишки пытаются спастись вплавь. Но какая же это ошибка? Пытаться уплыть от Архаона на тот берег. Первый оборонительный рубеж людей рухнул. Теперь наша цель — царица Кислева. Ее папаша ушел достойно. Посмотрим, чем сможет удивить дочь. Том 2. Крысиный пир. Архаон двинул на юг, по дороге договариваясь со всеми демонами, служителями подряд. Одна из сильных сторон Архаона — он очень крутой, мать его, политик, и то, как все хотят под него лечь, тому хороший показатель. И только я приплыл на другой берег, я сразу предложил собаке союз, ожидая просто поддержки в бою. Но пресвятой бог медведь, что произошло с Кислевым? Где пресловутая нерушимость кислевитов? Каким образом эти грызуны вообще умудрились так быстро стереть весь ледяной двор под 0? А как же конец времен легендарной битвы? К черту. Пойдем гному лупить. Пока Архаон направляет силы на запад, нам же Личинка предлагает вступить в бой с орками. Нам зеленокожие не интересны вообще, но как политическое влияние, что типа смотреть, я тоже воевал против Гримгора. Социальных баллов это точно накинет. Берем. Пока гномы просто убиваются об нас, я направляю вассалов на разные направления. Ведь по факту у меня нет возможности воевать на 2 фронта. Мне при любых раскладах придется вассалами держать 3, 4, а то и больше фронтов, чтобы не проиграть раньше времени. Но пока мы тут болтали, Архаон с тоской на глазах думал, что же делать. Ведь у нас 2 огромные проблемы. Первая. У нас нет Кислева, чтобы разогнать опыт и свое войско перед империей. Вторая. Идти через Скавенов — это куча ходов в никуда, что приведет нас к самоликвидации об Карла Франца. И как будто сами боги хаоса дали нам сигнал. Я заметил, что Норска начала войну с гномами хаоса, что дает нам возможность стереть треклятых гномов с лица земли. И при этом немного набрать жирка перед имперским замесом. Тем более, сильный стек у меня уже по чуть-чуть сформировался. Осталось его просто довести до ума. Короче, решение было принято. Уничтожить грязных хашутских подстилок. И немного покошмарить орков. Постукаться и Архаон любит, что ж тут скрывать. Как же нам повезло, что сам владыка Острогот побежал какой-то деревушке защищать. Хоть бегать за ним не придется. Пока что. Автобой говорит: пировая победа и 0 потерь. Такие автобои мне очень нравятся. По дороге на столицу гномов решил забрать свой легендарный меч убийцу королей. Ну, как-то, конечно, многовато сильных войск у хаоса. А это точно первая победа? Ну что ж, 2000 воинов хаоса против одного Архаона. Посмотрим, кто кого. В битве за меч я решил умом, особо не блистать. У нас теперь банда тяжелой кавалерии. А значит, здравия желаю. 3 стенки, пехота, монстры и лошади. Всех тупо вперед, и пусть великая резня во славу богов нас рассудит. Бой прошел максимально смешно. Пока мои слуги
сражались за жизнь, этот маг-клоун постоянно убегал от всеизбранного. Что самое забавное, он нас еще и блочил постоянно своими рыцарями. Ну тупо смешнявка, весь бой превратился в догонялки. Я обожаю моменты, когда величайший лорд Хаоса не может растолкать сраных коллег. В итоге веса нам не накинули. Как Архаон залетел в бойню, так там и остался. Пока я воевал на 10 фронтов, наш лидер просел до 400 хп. Египетская сила, это даже ниже, чем в битве с Борисом. Быстро вытаскиваю беднягу из клешней смерти под защиту избранных. Эти точно обиду не дадут. Мучительные 15 минут резни чуть не довели Архона до клиники, но победу с дикими потерями я вырвал. Надеюсь, меч себя купит. Дальше мы захватываем столицу гномов. Они почему-то все ходят чисто с орками-рабами, что для наших убойных рыцарей просто пыль. Трусливые гномы настолько не хотели с нами бороться, что даже начали убегать на другой берег. Ну а мы что? Нам нужно идти на юг, захватывать остатки гномячих дыр и выходить к империи давать пизды. Так что думаю, мои ребята с ими разберутся. По итогу с хашутитами интересной битвы не будет. Значит, пора забирать еще один артефакт. Доспех Моркара. Или Моркара. Да хрена знает. На этот раз все в разы проще. Мы бегит вперед, мы бить лица и мы побеждать. Хотя вот это скопление лошадей заставило меня весь бой немножечко переживать. Но все-таки через очередные 15 минут бойни победа, как всегда, в кармане. Что ж, прекрасная битва закончилась. Пора вернуться в реальность. К обоссанным бородачам, которые так и ждут, пока их истребят. И что вы думаете? Пару ходов и уже великий Астрозаглот является подстилкой Архона. Туда этих бомжей-карликов, как же я ненавижу гномов. Надеюсь, он уже меня записал в свой дневничок обидки. Фу, блин. На этом приключения не заканчиваются. Нам еще нужно пройти перевал через Орку. Благо тут уже никакого жалкого сопротивления не было. Я просто захватил пару городков по дороге, так сказать, немного опыта поднял. Отдал все вассалам, и вот он. Запах империи. Да начнется великий крестовый поход конца времен. Том 3. Железный занавес империи. Начнем с благотворительности. Отбиваем земли вампиров у орков, чтобы обменять города на верность Скавину. И вот они, первые штурмы поселения Нульна. Пока мы медленно ползли к столице Элспид, с юга выскочил гном. Ну, конечно же, он хочет испортить мне крестовый поход. Это был первый, но далеко не последний замес с обиженными. Как всегда, я потерял кровожада. Стоит на секунду отвернуться, его уже аннигилируют стрелки. Забавный юнит. Хрупкий, как самооценка гномов. Первые потуги Карлану разбиты, но это только начало. Продвигаясь по югу империи, пытаясь замкнуть Франца в жесткое кольцо, чтобы Труц не сбежал. Параллельно натравливаю вассалов на орков, чтобы Гримгор там особо не развивал пасть. Пока Нульн почти в кармане, забираю 2 последних артефакта Архаона. Забавно, эти 2 битвы против хаоса прошли на расслабоне. Странный баланс, конечно. Самые простые бои открываются позже, чем тот лютый замес за меч. Тот бой на грани Архон не забудет никогда. Нульн взят. Двигаемся на Карла. И тут начинается ад менеджера. Важное правило. Всегда давайте вассалам разные задачи. Как только ставите одну цель 2 псам, начинаются качели. 10 армий будут стоять и тупить, гадая, кто сегодня первым пойдет в село. Не повторяйте моих ошибок. И вот он, ключевой замес всей истории. Альдорф. Столица людей будет гореть, 1000 жертв будут принесены богам хаоса. Карл будет рыдать, да начнется. Ну Лев Тобой сам справится. Так даже лучше. Ну победили, значит победили. Но кампания еще далеко не закончилась. Империя очень большая. Та и Нульн где-то в Караках скрывается. Вот же она. Трется возле своей столицы. Все не знает, как правильно подойти и познакомиться. Не стесняйся, заходи. Нам опыт лишним не будет. Продолжаем порабощать людей одной армией. Медленно затягиваем петлю на шее Карла. Честно говоря, ни один бой с Империей не вызвал даже мальчайшей трудности. Карл зажат тиски, осталось его просто добить. Но Элспид фон Дрейкон все не успокоится. Так сильно хочет быть насаженной на меч Архона, что продохнуть даже не дает. И стоило мне вернуться на юг, чтобы наконец-то ее угомонить, как бац! Произошел зажим яиц. Гномы прут со всех сторон. Походу им в горах совсем заняться нечем, кроме как на всеизбранного быковать. А Элспид, кстати, просто подошла и отдалась. В очередной раз, реально, богиня смерти, ей-богу. А вот гномы 3000 карликов. Да простит меня Сигмар, откуда столько обиженных в наше время?
Низкие потери. Ну, это работа для автобота. Он точно справится быстрее. Еще 1500! Да нас тут что, пивнушка рядом открылась? Что сюда эти алкаши прут и прут? Ну да ладно, первый блок отбили, пора добивать остатки людей. Компания сама себя не пройдет. Элспид наконец-то придумала Genius Plan. Не просто умирать, а отдаться вместе с этими карликами. Ну вот эта женщина, я другого и не ожидал. 3 огромных стека против одного великого Архаона. Ну посмотрим, кто кого. Тактика против огромных армий очень проста. Основные силы отправляешь против гномов, а остатки сильнейших ставишь на подходе Элспид. И желательно на истребление дракона, чтобы когда они вышли, то ни стрелки, ни Элспид не успели хоть что-то придумать. По итогу лютая резня, жесткий микроконтроль, вулканы, магия, резня, все это в стиле хаоса, и по итогу 100 потерянных бойцов с моей стороны и 2500 навечно упокоенных со стороны врага. Ну, я считаю, это хорошие инвестиции в их растительную экономику, удобрений им теперь на всю жизнь хватит. Единственное, за что я уважаю гномов, они почти никогда не убегают. Что в бою, что на просторах карты. Не знаю, в чем соль, но за это им респект. Короче, юг империи полностью уничтожен. Значит, теперь можно идти добивать Элспид. Том 4. Трусы и карлики. Мои верные псы разрывают на части Карла Франца. Архону нужно добить остатки человечества в одиночку. Элспид спряталась в пустыне с гномами. Она думает, что сможет укрыться за их густыми бородами. Да я ее на части порву. 6 городов, задачка легкая. Но вот десятки провинций гномов вокруг немного тревожит. Где же дворфенки скрываются от меня? О, курва, 400 алкашей стоит и смотрит на нас. Мне кажется, тут конца не избежать. Первая победа? Пожалуй, я лучше отступлю. Это даст мне возможность перейти берег и на следующий ход оказаться уже у шеи Элспид. Чем быстрее я сотру ее королевство, тем быстрее я уйду с этой вонючей ямы гномов. 1, 2, 3, 5, 8. 8 фуловых стаков гномов вокруг. Так кто же их так кормит постоянно? Как не спущусь в эти земли, так тут всегда миллионы карликов. Ну что ж, придется стоять насмерть. А Элспид настолько испугалась будущей резни, что даже в море уплыла. О, сам Торгрим ленивый к нам пожаловал. Ну что же, я ему покажу, почему Великая Четверка выбрала Архаон. Тут та же самая тактика, что и против Элспид. Оставляем пару отрядов, чтобы задержать подкрепление, а основные силы отправляем на истребление Торгрима. Гномов не сосчитать, я такого количества никогда в жизни не видел. Я как будто против скавинов с бородами боюю. В первую очередь всегда фокусим лордов, чтобы ослабить боевой дух воинов. Чем быстрее начнут бежать слабые, тем легче будет победить. Не забываем призывать постоянно войск в тыл врагов и отправлять их на стрелков, чтобы те не расслаблялись. 100 потерянных бойцов против 3000 жертв. Мне кажется, слово Архаон уже давно ручкой записано в дневничке обиды. Достойная победа. Величественная резня. Ой, еще 2000 гномов за этот же ход. Хорн, дай мне сил. Тут уже тактика немного отличается. Так как первый отряд гномов уже почти погиб, а основные силы подкрепления, то нам стоит сразу закрыть точку выхода, а Архон быстро истребить полудохлого карлика и ворвется в битву через пару минут. Вторая битва была на порядок проще, чем первая, ведь теперь все было на моей стороне. 5000 жертв против чуть больше сотни с моей стороны. Вот что такое качество, а не количество. Торгрим был разбит полностью. Мы добиваем остатки его сил. Без короля они уже не такие смелые. Их основные силы юга были разбиты в ноль. Элспид бросает нам просьбу на мирный договор. Какой мирный договор и 300 копеек? После того, как я уничтожил 6 блоков гномов? Нет, женщина, Архон пришел сюда за твоей головой. Значит, судьбы не избежать. Какая-то еще партия гномов, честно говоря, даже не пойму, откуда они лезут все время. Короче, гномы, надеюсь, теперь уж точно все. Осталось только добить Нульн и вернуть Карла топинать. Сама по себе Элспид просто дала по тапкам. Иного решения и не ждал. Ну а мы медленно направились разрушать город за город. И только мне осталось добить один городок, Элспид взяла остатки коллег и побежала на север. Ну только не опять к гномам, ё-моё. А нет, мне повезло. Она забежала на земли вампиров и ее добили. Какое же облегчение. Теперь можно возвращаться к нашему любимому Карлу и заканчивать наш крестовый поход. Пока я по дороге истребляю всех подряд, ведь после гномов бояться уже нечего, Карл каким-то образом 1 против 8 вассалов
вассалов смог не просто выстоять, а даже захватить новые земли и немного обзавестись союзниками. Это что, ледяной двор с царицей? Возрождение снежного феникса, что ли? Ну ладно, их мы тоже добьем. Ну а пока я воевал на 10 фронтов, орки умудрились забрать у меня столицу, что мега забавно, ведь я мог по факту их истребить, а теперь они больше, чем все мои вассалы вместе взяты. Ну грибы хули, что с их взять? По дороге перебил парочку вампиров, это так, чтобы немного набить городов для победы в кампании. Тут даже пришлось немного ручками поиграть против скелетов. Ну и наконец-то я вернулся к империи. Пора уже покончить с этими страдальцами. Как только я подошел к империи, вассалы сразу начали все столицы уничтожать и захватывать. Что вдвойне забавно, ведь по факту я оставил им Карла полностью голым. Ни одной армии не было, и они могли его спокойно за 3 хода скушать, но они намеренно тянули резину, пока папа Архаон не придет и сам все не сделает. Детский сад, ей-богу. Короче, уныло и скучно, Карл отдался крысам, а затем и последняя провинция была захвачена. Тоже крысами. Человечество истреблено. Но тут, как назло, гномы вернулись мстить за пустыню и разрушили мой единственный город. Из-за чего прям при смерти империи все вассалы сразу же отказались от меня. Поначалу я подумал, что это какой-то заговор, но потом я понял, что когда теряешь последнее поселение, то ты не можешь иметь вассалов. Честно говоря, им повезло, особенно крысам, ведь я уже хотел тут всех перебить как гномов, поэтому, чтобы конец времен был эпичней, я решил телепортироваться к хашутским землям, захватить пару провинций и дважды победить сначала в мировой кампании, а потом и в долгой. А значит, наш крестовый поход выполнен. Полмира в вассалах, 0 провинций, 145 ходов ада и всего 1 Архаон. Но мы все-таки смогли истребить все человечество. И чтобы закончить путь Архаона достойно, пусть он выйдет один против Гримгора. Никаких вассалов, никаких армий, и пусть боги хаоса упьются славой той бойни, которую Архаон принес в этот мир. Достойный конец для достойного лидера. Если вам понравился такой формат летописи, не забудь подписаться и написать в комментарии, чью историю вы хотели бы увидеть следующей. И да пребудет с вами сила хаоса.